Липовая гора – отдаленный кордон заповедника. Сюда в середине лета перевезли стершат. Их детская агрессивность прошла. Здесь они начали жить вместе. Из 10 птенцов на Липовую гору привезли 8 лучших. 2 ученые оставили в питомнике. Жизнь в коллективе – один из важнейших этапов их взросления. В это время и дикие стерхи, готовясь к перелету, собираются в стаи. Стершаты заметно подросли. Правда, по виду еще мало напоминают взрослых журавлей. Рыжее оперение окончательно сменится белым только к 3-му году их жизни. И глаза у них пока голубые, а не желтые, как у взрослых птиц. На Липовой горе птенцы по-настоящему знакомятся с миром дикой природы. Они исследуют его на ощупь, на слух, на вкус. Бесконечность красок, форм, населяющих его существ – все это необычно для них. Сейчас даже самые независимые из них хорошо знают, что рядом родители, которые придут на помощь, позовут, подскажут, например, чем здесь можно поживиться. Но мир не всегда будет так добр и ласков, как сегодня. И среди окружающих существ встретятся враждебные и опасные. С этим стершатам придется столкнуться самим. Впрочем, журавли крупные птицы, и врагов у них не так уж много. И главным является человек. На пролетных путях западносибирских стерхов есть страны, где на журавлей до сих пор охотятся – Афганистан и Пакистан. Но дело не только в охоте. Осушаются болота, исчезают места, где они обитают. К тому же стерхи очень осторожны и селятся лишь в безлюдных местах. Может, будущее популяции как раз за теми особями, которые преодолеют такой сильный страх перед людьми. Главное, для чего стершат привезли на Липовую гору – летные тренировки. Здесь журавлята впервые увидели, как их родитель в белом халате с помощью шумного приспособления развил приличную скорость и поднялся в воздух. Далеко не все последовали за ним. Разница в возрасте между младшим и старшим птенцом составляет полмесяца, что сейчас для них существенно. Некоторые бы и хотели лететь следом, да сил не хватает. Поэтому вначале стершат разделили для полетов на 2 группы, по 4 птенца. В проекте используют мотодельтаплан, сконструированный так, чтобы он мог летать на предельно низких скоростях – около 40 км в час. Поддерживать такую скорость не только тяжело для пилота, но и просто опасно. Он должен быть профессионалом высокого класса. Уже не первый год участвует в проекте Сергей Заболонков.
который имеет более чем 20-летний опыт полетов на различных судах малой авиации. Проходят тренировки 2 раза в день, на восходе и закате, иногда даже в тумане. В это время не сильны восходящие потоки воздуха, что удобно и пилоту, потому что машина идет плавно, и птенцам. Позже, выучившись хорошо летать, они будут ловить эти потоки, с их помощью сберегать свои силы, паря в воздухе. Пока же им необходимо просто тренировать мышцы. Так проходит время на Липовой горе. С каждым днем все больше стершат поднимается в воздух. Самый способный уже заметил, что за машиной образуются воздушные потоки, которые сами тянут следом. Как приклеенный он парит за дельтапланом. Другим приходится отчаянно работать крыльями. Цель занятий – не обучить стершат летать, они это и так умеют, а научить их летать вместе, стаей, и держаться за машиной, как за вожаком. Тренировки продолжаются около месяца, до середины августа. И однажды наступает тот день, когда все 8 птенцов поднимаются в воздух и летят за человеком. Значит, настало время стершатам покидать Окский заповедник.